строить для себя в разы сложнее, чем строить для клиента. Этот дом строился для всей большой семьи, и поэтому здесь будут жить 3 поколения. В первую очередь, конечно, мне было важно выслушать предпочтения всех остальных членов семьи. Ну, сейчас стены еще абсолютно пустые, на них не висят картины, которых здесь должно быть очень много. Картины, фотографии, предметы, любимые какой-то домашней утвари, книги и вообще много всего чего, чем обычно заполнен дом. Случилось так, что, например, и у меня, и у Наташи, например, любимый фасадный материал – это кирпич. Мы также влюблены в этот материал и любим его, и попытались сделать фасады дома, его форму максимально отвечающую каким-то своим вкусовым, стилистическим предпочтениям. Он одновременно и простой, и очень сложный, и очень тактильно привлекательный, и необычный, конечно. Тут уже весь поселок просто ходит и, значит, все спрашивают, а как же вот тут, Сергей Александрович, вы сделали такую скатную крышу из кирпича? Я говорю, да ничего особенного, сделали. Вот. Дом такой снаружи очень, ну, такой брутальный, да, он такой сам в себе, он такой как замок, такой кастл. А внутри он очень теплый, здесь много дерева, много белых стен. На фасаде часть дома облицована черным металлом. Совершенно резонно, что интерьер в хорошем доме является продолжением экстерьера, поэтому здесь в интерьер вошел и черный металл, и палубы дерева тоже вошли в пол, потолок, в стены. Здесь существует такая вертикальная иерархия, часть пространств выше, например, вот мы сидим в гостиной, она на 45 сантиметров ниже, например, пространства столовой, кухни и библиотеки. Совершенно специально, потому что дом также стелится по рельефу. Здесь тоже на рельефе существует свой перепад, и поэтому этот перепад он позволяет нам сделать это зонирование с одной стороны, а с другой стороны быть максимально ближе к отметкам существующего рельефа. Свет очень важная вещь. Вот этот искусственный свет. Во-первых, важна его тональность, теплый или холодный. Во-вторых, важно понять общую композицию, что подсвечивать, что не подсвечивать, какие зоны нужны, какой свет нужен, функциональный или утилитарный, вот я имею в виду просто, который немножко, ну, как-то подсвечивает какие-то места. Но здесь масса разного света. Есть абсолютно функциональный свет, который подсвечивает там пространство кухни, столовой, комнат. Все комнаты имеют функциональный свет. И он сделан достаточно так ненавязчиво, ну, как бы, чтобы мы его не замечали. Не как раньше в каждую комнату люстру вешали, да, а как-то максимально нейтрально. Очень важно, чтобы он был вот как бы так, вот как будто его и нет. То есть он есть, но его и нет. Да, вот. Свет тоже у нас здесь такой очень стильный. Он как бы, во-первых, двух цветов, он черный и белый, да, то есть как основные контрастные материалы, черный металл, белые стены, поэтому часть светильников белые, часть светильников черные, какие-то нарочито открытые, какие-то встроенные и так далее. И здесь я должен сказать, конечно, что при работе над интерьерами нашего дома нам очень помогла компания «Центр Свет». Я испытываю, в общем, на самом деле, чувство благодарности к компании, потому что мы очень много всего в процессе работы мы меняли, экспериментировали, что-то там больше, меньше мощности, когда-то двигали, вообще меняли типы и так далее, и так далее. В общем, это такая история была, как любое нормальное строительство, она была такая сложная, многоэтапная и так далее.